Мужик, есть место в палатке, а? Нет, мужик. Здорово, мэн. Как оно? Ты что-то, по-моему, не там сел. Да я чуть это пониже. Ну и что, клюет? Пока не было ничего. Да я вот относительно недавно сел. А, пошли туда назад. Не. Я там знаю место, там по локоть клюет рыба. Ага. Ну как хочешь, я тебя предупредил. Друзья, всем привет! Ну что опять происходит-то, а? Кому там снега было мало? Ну вот опять как зарядил. Я утром встал, снега по колено. Ну что, вместо рыбалки я взял лопату и часа 2, наверное, откидывал. В итоге рыбалка утренняя сорвалась, но все равно приехал. Сейчас время уже начало 11-го. Вообще хотели сегодня с Саньком поехать за плотвой. Но там идти 5 километров, и сами понимаете, что снега по колен. И 5 километров в таком темпе мы просто подохнем там в этом лесу, ляжем. Все, из нас занесет снегом. Короче, не увидите вы нас больше. В общем, сегодня приехал на течение. Попробую на подуста. Конечно, погода не его. Но чем черт не шутит. Может, у него переклинит что-нибудь. И как начнет сейчас одного за одном. И как начну сейчас одного за одного. И как начну его сейчас тягать. Полная палатка будет. Но вот сейчас Санька прошел, он говорит, вообще ни одной поклевки пока не было. Посмотрим, сейчас размещаюсь, закармливаюсь и будем рыбачить. Блин, заметает вообще на ходу. Сейчас пока палатку поставлю, наверное, и лунок не найду. Надо сейчас сначала посмотреть, что там с течением, вообще куда я сажусь. Наугад, ребят, вообще все места замело, ничего не помню. Отлично. Садимся, течение нормальное. Ставлю палатку и сейчас будем, ребят, закармливать. Ну все, я в домике. Так, короче, прикорм. Прикорм. Ребят, прикорм у меня с глиной. На прошлой рыбалке вот есть берега у нас тут глиняные, открытые, то есть не заснеженные. И я прям взял пишню, вот зашел и отколупал. Домой принес, ведерко положил, вот эту глину, она мне растаяла, и вот я ее замешал с прикормкой. Почему именно глина? Потому что это очень хорошая штука на течение. Во-первых, прикормка наша утяжеляется, то есть на течение ложится на дно шар, все, и он лежит на дне, немножко как бы распадается, и в то же время, когда его течение моет, глина начинает мутить. А на муть, как правило, приходит рыба. И вот подуст, он же как пескарь, он тоже приходит на муть. И вот я сегодня сделал прикормку с глиной, хочу попробовать закормиться, и какой результат будет. Я ее сейчас немножко еще увлажню. Да, и также добавлю, что когда рыба будет подходить к этим шарам, прикорм будет спрятан внутри, как бы, и доступа у нее будет мало к прикормке, и ей придется рыться в этой глине и искать. Таким образом рыба задержится возле наших лунок. Вот. То есть не будет такого, что она пришла, стая вот эта вот подусиная сожрала весь корм, и все, и ушла.
А что ее тут делать, если прикорма нету, правильно? А так в этих шарах она будет рыться, плюс будет дополнительная муть, рыба будет стоять, а я ее буду ловить. Вот такая штука. Вот так я рыбачу в основном летом. Но вот зимой еще с глиной не рыбачил, потому что покупать ее, ну как-то 300 рублей за килограмм отдавать, чтобы за глину, это да нафиг надо. Вот, а как-то до вот берегов руки не доходили, ну ничего вот. Короче, родная сакмарская глина. Посмотрим. В прошлый раз я рыбачил с кошелем. Вот. Ну, с кошелем очень много прикорма уходит. Таки моет очень много прикорма. А здесь по одному шарику в лунку бросил, а потом клев прекращается, раз еще подбросил. Вот так вот. Такие вот комочки. Плотные. Глубина тут ну, ближе к 2 метрам, наверное. И вот. Немножко можно вот так приплюснуть, чтобы их там течением не катило. И вот в одну лунку загружаем шар. И во вторую брошу. И в принципе вот у нас еще сколько прикорма. Это я вот с глиной замешал 900 граммов прикорма. Такого мелкодисперсного, короче, магазинного. Белорусского. Я последнее время белорусские корма покупаю, очень мне нравится. Они не такие дорогие, и эффект вижу я прям хороший от них. Рыба их ест и подходит на них. Так. Ну вот и все. А в кошель бы я сейчас вот зарядил бы вот это целое ведро. И через часа 2-3, наверное, у меня бы это все размыло. Достигла дна мормышка. Пускай стоит. Так, там у меня мормышка 0,50-0,60, наверное. А здесь прям легкая, 0,3 грамма. Ну ладно. Пускай она течением там относит. Может, что-нибудь, голавчик какой-нибудь. Ну, на парик одного. Так вот, раз. Короче, будет деликатная вообще наживка. Ну вот и все. И она достигла дна. Так, что-то зацепил, ребят, хорошее. Ой, что-то хорошее идет. Очень сопротивляется. Ой-ой-ой-ой. Матерь Божья. Вот он, голавль. А я почему-то думал, что подуст. Это голавль подошел. Хороший, да? Хороший. Санек тоже одного взял. Хороший. Мне тут пришлось немножко переделать снасть. Поставил мормышку более тяжелую, граммовку. Потому что течение как бы это, ну, посильнее тут стало. Поэтому надо подстраиваться под условия ловли. А то шар где-то тут упал, а крючок относит аж куда-то не пойми куда. Санек там меня пишет. Ну и чё, говорит, он там хорошего тоже головля поймал. Ну и чё, говорит, где вся рыба по локоть? Я ему ничего не буду отвечать. Потом в конце как покажу, он обалдеет. Я так понимаю, сегодня подуста не будет, погода не его.
Думаешь, хоть голавль будет? Такого голавля тоже половить, как бы, ну, приятно. Сейчас вам покажу еще, какую я снасть сделал. Короче, вот. Мормышку поставил на червяка вот такой вот. И сверху поводок, обычный крючок. Вот так вот это все выглядит. Течение мусор несет, и надо периодически проверять крючки, потому что не будет поклевок, если там мусор. Что-то клюет, не пойму, вот так вверх, тык-тык-тык-тык. И толком не берет. Может, подус там снизу. Короче, ребят, капризничает сегодня рыба. Не хочет нормально клевать. О, смотрите, как ветер задувает. Палатку все надувает. Твою ж налево, ребята. Вот сижу уже 3 часа, ни поклевки. Я уже еду всю съел. Уже перепробовал монтажи разные. Мормышки все перепробовал. Как будто рыба вся вымерла. Но вот почему так, скажите мне? Как выходные, то рыба не клюет, то погода стрёмная. Но сегодня, походу, совпало и то, и другое. Что делать, вообще не знаю. Но надежда все равно есть, что все-таки что-то еще клюнет. Кстати, были поклевки такие неплохие, но ничего не удалось поймать. У природы нет плохой погоды. Каждая погода — благодать. Дождь ли, снег, любое время года надо благодарно принимать. Отзвуки душевной непогоды, в сердце одиночество, печать и бессонниц горестные всходы надо благодарно принимать, надо благодарно принимать. Ну, в общем, вот так вот я сегодня отловился. Собираюсь домой, время 6 часов. Продуло шею, продуло поясницу, ноги замерзли. Пойду домой, короче, лечиться. Клев сегодня был вялый. Были какие-то подергушки. Подойдет, один раз дернет. Все. Короче, капризничает рыба. Ладно, ребят, эта рыбалка такая была, можно сказать, на удачу. В следующий раз наловим рыбы. Увидимся совсем скоро. Ребят, всем привет! Пробираюсь снова на рыбалку и снова снег. На этот раз пошел в самое дальнее место. Не знаю, я, наверное, дойду туда и упаду. Сегодня вроде как понижение. Думаю, плотва-то должна клевать. В общем, увидимся уже на водоеме. Всего каких-то 2 часа по лесу, и я на месте. Ничего, ребят, нормально на лыжах. Одной, второй, левой, правой, короче, и дошел. Я уже расположился, тут течения почти что нету. Вот, сейчас буду рыбачить. Да, конечно, рыба в феврале дается очень тяжело. Снега навалило, блин.
Передвигаться вообще тяжко. Поставил вот такую вот маленькую мормышку. Медную. Маленькую, наверное, 0,1 граммов. Вот дохлого червяка насаживаю. Никак не могу насадить его. О, вот так вот. Сейчас еще опарышем заправим. Так. Хорошо опарышем в кармане трястись. Глубина в районе, наверное, 2 метров. Короче, на лыжах нормально, но с волокушами это мучение просто. Снег глубокий. Снег на них налипает. Короче, вообще. Думал, не дойду сюда. Где-нибудь слягу там и все, и усну. Здесь закармливал контейнером, ну и самосвалом. О, уже поклевка, видели, подъемчик был, наверное, плотва. Одно вот так вот стучу. Постучал, постучал, потом пауза. Что-то мелкое. О, ребята, это вообще кто? Такая мелкая плотва, а где крупная? Тут вроде что-то покрупнее взяло. Ну, это тоже нормально пойдет. Я уже расстроился, думаю, что такая будет клевать сегодня. Это я 5 километров ради такой плотвы сюда шел. Как-то обидно, знаете. Мормышка вообще деликатная. Буквально 0,1 грамм. И вот такой вот чувствительный кивок, ребята. Прям по дну стучу. Постучал, постучал, поиграл там. Пауза. И вот на паузе она хватает. Но другой разговор. Ну, это уже хорошенько. У меня в рюкзаке очень много всяких разных снастей. Есть поплывок, есть без мотылка. Поэтому, ну вот, пока что она так клюет, я буду это рыбачить. А вот пробовал ставить, ну, просто без движения на дно, не хочет клевать. Это нормально. Ну, вроде как покрупнее начала клевать плотва. Это хорошо. Сопротивляется-то как, ребята, смотрите, какая хорошая. Пойдет.
Вот вроде хорошая. Ох, сопротивляется как. Вроде хорошая. Смотри, что. Сопротивляется как. Ух, да, ребята. Смотрите, какая. Хорошая. Короче, поставил мормышку покрупнее. Она такая же абсолютно, как была мелкая, медная. Вот. Такая она на чешуйке паянная. Вот. И сейчас прямо опарыша насаживаю одного. И крупнее пошла плотва клевать. Мелкая, однако, попалась. До этого прям вот такая вот. Вот такая прям клевала. Хорошая. Хорошая. Вроде бы как должна быть. Да. Пойдет. По-моему, что-то покрупнее даже взяла. О, ребят, голавль. Голавль попался. Какой-то буйкий. Дай крючок-то. Это маленький голавль. Они у нас большие вырастают, и я отпускаю таких, что пускай растет. Ребят, ну, в общем, я нарыбачился. Рыбу, в принципе, наловил, но в этот раз, хоть и попадалась плотвичка более-менее нормальная, но все равно, если сравнивать те дни, там, начало февраля, там, январь, то тогда плотва здесь ловилась в разы крупнее. А связываю я это с тем, что течения здесь нету. Там сзади перемычка перемерзла, видать, и все. И течение пропало. Вот. А когда нет течения, очень много мелочи, начинает она гулять, ходить. А когда течение такое умеренное, среднее, то там рыбка держится покрупнее. Мелочь-то она еще... Ну, короче, ей некомфортно находиться на течении, и поэтому она старается выбирать места там потише, чтобы течения не было, заводь. Вот. А днем рыбка-то все равно покрупнее, она на течении стоит. Это вот к вечеру она уже устремляется в места потише. Но все равно, вот, наверное, штук сколько? Штук, наверное, 25 рыбок, которых я ловил, я отпускал, потому что, ну, мелкая. Но периодически попадалась и нормальная. В общем, рыбалкой доволен, не пожалел то, что пришел. В следующий раз, наверное, пойдем на течение, попробуем уговорить подуста. Но последние разы я был, ну, короче, очень плохо он клюет. И сегодня я не пошел, потому что смотрю, пасмурно. Погода пасмурная, снежок идет, ну, думаю, значит, не будет он сегодня толком клевать, он так морозится, солнышко любит. Поэтому решил сюда на разведку сходить. Вот. В принципе, доволен. Рыбки немножко наловил на жареху. Вот. Сейчас буду потихонечку собираться домой и выдвигаться. Ну вот, глядите,
Что в итоге получилось? Как показать там? Ну вот так вот. Вот. Вот периодически выстреливала вот такая вот красавица. Вот. Но я говорю, в те разы вот клевал крупнее даже. Вот. Так, в принципе, наловил. Сколько тут? Килограмм точно есть. Ну, пусть будет килограмм, может 1,5. В общем, вот исключительно плотва. Все, больше ничего не было. Ну, вот одного головчика поймал, я отпускал. Все, а так одна плотва клевала со дна. И на игру, а потом в конце я поставил поплавок. Ну, на поплавок так, на игру лучше клевала. В основном все вот я на игру наловил. Сейчас вот вспомнил, сколько мне еще обратно идти. Аж голова начала кружиться. В общем, ребят, надо быстрее дергать, пока я сознание тут не потерял. В общем, всем пока. Увидимся на следующей рыбалке. Пока, ребят. Вновь о том, что день уходит с земли, час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет над ночной прохладой. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо.